Сергей Александрович, а вы помните, когда вы в первый раз вообще услышали, фамилию Ельцин? В каком контексте это было? Да, конечно. Вы знаете, это было утром, в воскресенье, была такая передача на телевидении «Почта». И я впервые обратил внимание на очень профессиональные выступления секретаря обкома Свердловского Бориса Николаевича, который довольно подробно вообще рассказывал об экономическом, социальном положении и вообще о своем взгляде на многие вещи, которые были в области. Это одна из первых, по-моему, передач была такого характера. Ее вместили на Первом канале, по-моему, она шла. И тогда вот запала в душу вот эта профессиональность, вот это желание как-то помочь людям, потому что ситуация была очень тяжелая. А через некоторое время, когда его забрали в Москву, ну, для меня это было как бы нормальным логическим таким продолжением и решением вопроса. Тем более, что в Москве он тоже начал заниматься тем, чтобы облегчить. И не просто облегчить, а может быть, даже как-то украсить жизнь москвичей. Появились вот эти ярмарки, базары. Потом он начал приводить Москву вообще в порядок. Мы видели, как он много ездил по Москве, встречался с москвичами. Я был на одной из встреч. Для меня тоже было потрясением каким-то, потому что он как-то очень просто обращался с людьми. Вот. И, конечно, все время, пока над ним издевались там в ЦК, мы очень сильно переживали. Я искал его речи, понял, что у него довольно хороший помощник в виде Полторанина, который завладел «Московской правдой». И через нее мы, в общем-то, видели его выступления, правду о нем. Ну, то, что врали, это совершенно было очевидно. В общем-то, распускали различные слухи о нем. И вот тогда я как-то прикипел, вообще говоря, к этой фамилии, еще не зная самого Бориса Николаевича, слыша очень много разного, и грязного, и хорошего. Но уже тогда нас жизнь начала учить различать и отслаивать как бы грязь от всего того хорошего, позитивного, которое в последующем в жизни я это уже увидел своими глазами. Вы помните, как вы познакомились? Вы знаете, мы создали задолго до выборов создали «Демократическую Россию», и тогда уже решили для себя, что мы возьмем в свои руки, в общем-то, подготовку к съезду. Сергей Александрович, давайте вернемся на полшага назад. Скажите, пожалуйста, в каком году это было, чтобы мы за хронологией могли следить? Хорошо. В 90-м году, когда началась подготовка к выборам в Верховный Совет Российской Федерации, мы где-то сразу, да даже до выборов нас довольно хорошо вел Станкевич, встречался с кандидатами в депутаты от «Демократической России». Вот. Потом мы сами, в общем-то, встречались и название долго придумывали, как назваться вообще нам всем. И тогда мы решили, что, в общем, подготовку к съезду мы возьмем в свои руки. И когда выборы прошли, мы увидели, что 28,5% получили демократы, хотя нам было очень тяжело получить эти данные. Казаков, который сидел в ЦИКе, я приехал к нему, разговаривал с ним, это был разговор слепого с глухим вообще, или глухонемым, потому что я просил: Василий Иванович, дайте нам адреса, в общем-то, депутатов. Он говорит: я не имею права. Дайте нам телефон, я не имею права. Потом достает свою визитную карточку, говорит: видите, вот тут моя фамилия, имя, отчество, больше ничего нет. Вот я обязан так вести себя по отношению к тем депутатам, которые избраны. Но, тем не менее, мы нашли. Мы копались в газетах региональных, прочих. Штаб начал располагаться у Бориса Николаевича. Он был председателем комитета Верховного Совета Союза по строительству и архитектуре. Бочаров у него был секретарем, Миша. Вот он нас, в общем, начал потихонечку собирать, что делать. И мы на 1 апреля назначили встречу
э, тех депутатов, кто мог приехать в Москву, с тем, чтобы послушать кандидатов в председателя Верховного Совета. Несколько человек набралось. Ну, естественно, мы все ждали выступления Бориса Николаевича. Он действительно 1 апреля приехал в здание на Арбате, выступал. Ну, сказать, что это была яркая речь, я не могу сказать, потому что там каша-малаша вообще была, особенно в вопросах экономики, в которых тогда все плавали. Ну, а Борис Николаевич чем мог отличаться, в общем-то, от других? Он говорил, в общем-то, основополагающие вещи. Говорил о демократии, говорил о правах человека, говорил о коррупции и привилегиях, от которых надо уходить, и говорил о свободном рынке. Ну, все мы понимали, что с таким выступлением нельзя идти на председателя. И тогда ему много чего наговорили. Думали, что обидеться. Нет. Он все очень хорошо воспринимал. Может быть, уже на межрегиональной депутатской группе уже, так сказать, его немножко обучили всему этому. Но, тем не менее, это была вот первая наша такая коллективная встреча. Потом мы встретились у него в штабе. Ну, а дальше началась подготовка к съезду. Долго мы готовились. Ну, а такое близкое знакомство уже произошло на съезде народных депутатов, когда мы все собрались и были, так сказать, во всеоружии готовы проталкивать его и проталкивать нашу повестку дня, так сказать, на съезде. А почему вы говорите, что ждали его выступления? Он уже тогда был одиозной фигурой? То есть вы уже знали, что есть Конечно. такой Ельцин? И... Конечно. Ну, когда его избрали в депутаты Верховного Совета Союза, и избрали-то его довольно с приличным результатом, это был сигнал для власти Союза, что с этим человеком шутить-то особенно нельзя. И как его не затыкали, а он популярность все приобретал больше и больше. А вам как-то запомнилась его речь в 1987 году на съезде? Да, я потом ее читал. Давайте сначала скажем полным предложением. Я читал. Когда не на съезде, на пленуме, пленуме, по-моему, да, на пленуме ЦК в 1987 году, когда он выступал, ну, мне кажется, долгое время не публиковали его выступления, а как бы комментировали его односторонне, в ту сторону, что оно было путанное, что оно действительно, потом можно было почитать, он был действительно путанное. Но, видите, такие речи, вообще говоря, не расшифровываются самим выступающим. Как правило, между строчками очень многое понятно. И когда потом его опубликовали, в общем-то, его выступление, было понятно, что, в общем, оно вразумительное, совершенно нормальное выступление было, которое показывало всю греховность, так сказать, прошедших времен и того, что делает ЦК в то время. То есть они сделали полшага вперед, сделали, так сказать, полшага навстречу демократии, а потом начались такие колебания, от которых мы все и побежали в депутаты. Я лично поэтому и побежал в депутаты, потому что я понял, что если не помогать, если не встать там в ряд, в один, не помогать Борису Николаевичу, которого мы уже тогда понимали, что должен быть нашим предводителем, не помогать Горбачеву, который еще стоял на нормальных позициях, то, в общем-то, шантропа, которая вокруг Горбачева собиралась, она может вернуть все на свои позиции. А что вам давало понять, что вот именно Ельцин должен быть предводителем? Какие-то качества уже были видны, по которым было понятно, что это будет президент или это будет лидер? Ну, у Бориса Николаевича вообще была харизма очень сильная. И вы знаете, иногда ведь когда харизма есть, тогда не столько, может быть, слушаешь, сколько его всего воспринимаешь вообще, как он есть. Потом он до этого много чего наговорил. И по совокупности вообще можно было понять, что это человек, который действительно хочет для страны такого хорошего передела. А можно я вас еще раз попрошу сформулировать, что мы уже тогда понимали, что Борис Николаевич — это тот человек, который может возглавить или повести вперед и быть... Да, я же несколько раз сказал об этом, что мы тогда все понимали, что лидером вот депутатского корпуса, конечно, должен быть Ельцин. Конечно, было много противников, даже среди демократов, потому что были люди, которые считали, что у коммунистов не должно быть вообще близко у власти, что все то, что было сделано, так сказать, они в этом виноваты. И я сам был коммунистом, и
в 90-м году, когда готовился съезд партии, я тоже писал в райком партии, в ЦК писал письма, что если, так сказать, мы не сделаем хотя бы двухпартийную систему, если не дадим определенное, так сказать, направление развития социал-демократии, то, вообще говоря, в этой партии делать нечего. Но тогда власть сделала так, что они ограничили количество демократов на этом съезде. И нас не допустили не только до этого съезда, не допустили даже до городской там и прочих, так сказать, конференций. И мы 58 человек, по-моему, 17 июля 1991 года подали коллективное заявление о выходе из партии, опубликовав его в «Аргументах и фактах». Я помню, много вышло из партии людей, и хотя формально, вообще говоря, на съезде народных депутатов, когда зачитывала мандатная комиссия, большинство было с партийными билетами, но тем не менее, в общем, шаг за шагом демократия побеждала там. А у вас тогда уже было понимание, что вот эта советская система себя изжила? Или вы надеялись на какую-то трансформацию системы? Не, ну, во-первых, все то, что прошло с хрущевских времен, когда мы понимали, я-то еще до Хрущева понимал, для меня было величайшим потрясением, когда 5 марта 1953 года в 6 часов утра я вдруг услышал, а потом глаза открыл и обомлел. Отец стоял на коленях перед радио, вот это кругленькое черненькое радио, молился и говорил: «Слава тебе, Господи, умер Сталин». И, ну, время было ведь такое, что говорить-то особенно дома не говорили. И нам не рассказывали ни о прошлом. Мы вообще не знали. Я, например, не знаю, кто мой дед, там, не знаю, кто бабушка. Не знаю, как на самом деле выплыл отец, потому что он через детский дом прошел, через коммуну. Но это, в то время это не поощрялось. И вообще говоря, чем меньше говорили, тем как больше гарантий было нормальной жизни. Я много позже понял, что отец, почему он так до 4-5 часов лежал и читал, и только после этого засыпал. Потому что именно в это время приходили арестовывать. А у него были друзья, которых арестовывали, и которые, так сказать, сидели. Яра Смеляков 6 раз, по-моему, сидел, и они очень дружили с ним. Поэтому, поэтому много чего было понятно, и особенно в последнее время, когда экономика начала трещать, когда коррупция начала, так сказать, взвинчиваться. Мы это все видели, и хорошо в институте видели. Я на многих предприятиях бывал в это время, ездил по стране. Поэтому было понятно, что страна вообще загибается. И те реформы, которые надо было провести, их давно надо было провести. Они, по слухам, так сказать, ходили еще. Косыгин хотел, так сказать, реформы проводить. И другие люди. Но было понятно, что, в общем, в такой стране жить нельзя, конечно. А у Бориса Я как-то Николаевича? попытался на партийном собрании выступить, и когда показали списки секретаря райкома партии, меня вычеркнули из этих списков. Я не выступал, не смог выступать. Ну, что за страна такая? А у Бориса Николаевича, вы считаете, были еще какие-то иллюзии по поводу Советского Союза в то время, там, скажем, в 89 году? Или он понимал, что все это уже не в состоянии удержаться? Вы знаете, с каждым годом он все сильнее и сильнее ненавидел все то, что было до него. И он как-то и людей оценивал. Ну, потому что, видите, халуйство, вообще говоря, это, видимо, в крови у многих, вообще говоря, людей. И он хорошо увидел этих людей и не воспринимал, не просто их не воспринимал, он близко их старался чтобы они не были близко. И особенно заботился тем, чтобы аппарат, скажем, его, максимально был почищен. Он меня достал вообще, когда я был руководителем администрации, он трижды мне давал поручение очистить аппарат. И в конечном итоге у нас 22% только осталось людей, которые были до этого в аппарате работали. Хотя в это время в правительстве было 62% тех, кто работал до этого. И это, конечно, с одной стороны, его устраивало, но меня мало чего устраивало, потому что новые люди, которые приходили, даже письмо не могли составить. Даже написать его не могли. И это был, конечно, очень большой, так сказать, убыток в нашей работе. А Борис Николаевич, да, он
все больше и больше утверждался, что нужна новая экономика, нужна новая политическая система, нужна свобода слова. Это для него были незыблемые азы. Хотя нет-нет, проявлялись вот эти партийные качества партийного чиновника. Потому что любил ударить по столу, любил, так сказать, принять решительные решения. Не всегда, правда, удачные, не всегда правильные. И что показательно, в отличие от сегодняшнего дня, ведь на Бориса Николаевича подавали несколько раз в суд губернаторы и выигрывали суды. Ну, не на него лично, на его указы. И указы пришлось отменять. А сегодня, когда ввели эту формулировку вообще по потере доверия, ну, это, по-моему, у царя такого даже не было вообще. Давайте перейдем тогда к путчу. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали вообще о том, что произошел путч? Какая у вас была первая информация? Вы знаете, 91-й год. Мы довольно сильно задержались на сессии Верховного Совета. И когда нас, в конце концов, освободили, мы с супругой уехали в Железноводск отдыхать. Было это накануне. Потому что я не помню, что мы успели там отдохнуть вообще что-нибудь. И утром что-то не хотелось очень идти воду пить. А супруга говорит: Сереж, что-то по телевизору непонятное. Говорит, играют музыку, танцуют лебеди. Что-то, говорит, непонятно. И я сразу так напрягся, встал, посмотрел и понял, что что-то произошло. Ну, а когда передали первые заявления, я понял, что это переворот. Еще ни с кем не разговаривал. Я взял трубку, позвонил Хасбулатову. Долго телефон не отвечал. Хасбулатов был председателем Верховного Совета, исполняющим обязанности. Еще его не избрали. Я говорю: Руслан Ибрагимович, что-то у вас там случилось? У нас, говорит, ничего, это у вас что-нибудь там? Я говорю: да нет, у нас нормально все, у вас, по-моему, переворот. Включите телевизор, посмотрите. Он пошел, включил телевизор, говорит: да, я перезвоню позже. И побежал к Борису Николаевичу. Ну, а я сразу понимаю, что нужно срочно ехать. Я был тогда секретарем президиума Верховного Совета, меня назначили на эту должность. Как раз работа с аппаратом, с депутатским корпусом, подготовка сессии Верховного Совета. Ну вот я нашел Катю Лахову, депутат тоже, член президиума, нашел Фиму Басина. Я говорю: ребят, в Москву надо ехать. Ну, Катя говорит: я с вами. А Басин просился чуть-чуть попозже прилететь. Кинулись, билетов нет на самолет. Ну, позвонили начальнику аэропорта. Через некоторое время он говорит: приезжайте, я дам дополнительный самолет, Ту-134, полетите. В общем, где-то часам к 2, по-моему, я уже был в Белом доме. А до этого странная картинка сверху с самолета смотрели, очень много вдоль шоссе стоят танков, бронетранспортеров и на окружной дороге тоже. Правда, что обратил внимание, особенно потом в машине я ехал, видел, очень многие из них испорченные были. То гусеница слиняла, то он куда-то опрокинулся, то еще что-то. Такое ощущение было, как-то очень небрежно все это сделано. А водитель мне говорит: Сергей Александрович, обратите внимание, все МОСовские машины, говорят, у них спущенные колеса. Люди ходят и шилом. Это вот реакция была людская. Ну вот, я к Белому дому подъехал, в общем-то, смотрю, несут хворост, ветки, палки. Потом поближе к делу Севастьянов позвонил из мэрии Москвы. Давайте, говорит, мы блоки поставим. И, ну, в общем, начал строительство баррикад. Ну, а мы, когда с Хасбулатовым переговорили, я понял, что, в общем, самое неприятное, что есть, это отсутствие информации полной. Во-первых, надо было людям что-то показывать. Ельцин там выходит, говорит, никто же не слышит, ничего не знает. Ну и, в общем, главная задача была, конечно, это отстроить информацию. Поэтому мы включили все машины, которые были в Верховном Совете и в правительстве. Мы тогда вместе были в одном здании. Потом наладили радио
наружу, его тоже не было в Белом доме. Потом стали подходить ребята, человек 30, наверное, 32 на самом деле, радиолюбители, которые расположились в Белом доме и стали по рациям сообщать информацию. Наладили рубку внизу с выступлениями. Ну и, конечно, всем депутатам дали задание брать информационные листки с выступлениями, с решением президиума, правительства и так далее. И они начали развозить все это по вокзалам и аэропортам. Это была первая задача. Вторая задача, конечно, которая нас волновала, чтобы не вмешалась по-настоящему армия. Поэтому мы создали группу депутатов, которые поехали в различные части воинские. Это КГБшняя часть, это связь, это внутренние войска, которые расположились в Москве и в Московской области. Ну, для того, чтобы они там встретились, переговорили. Это дало положительный, вообще говоря, результат, потому что ребята оттуда звонили или приезжали, они говорили, что есть гарантия того, что они выступать не будут. Они говорят, что мы вне этого конфликта. Вот это была вторая задача. Ну и третья задача, конечно, поддержать всех тех ребят, которые были вокруг Белого дома. Часто туда выходили, встречали наиболее яркие фигуры Шеварнадзе, Ростроповича и прочих. А что там происходило? Где? Непосредственно у Белого дома. Вот вы вышли на улицу, какая там была атмосфера? Нормальная атмосфера, все. В основном радостная атмосфера. Хотя, честно говоря, у меня была тревога очень большая. Почему? Во-первых, 2 или 3 раза объявляли время Ч. Время Ч – это вообще неизвестность какая-то. Я единственное, когда почувствовал такую, наиболее, может быть, сильную тревогу, мне позвонил Хасбулатов, а они с Ельциным спускались вниз, когда объявлялся час Ч, спускались вниз, я потом там был, там действительно построены эти самые помещения для депутатов и правительства на случай непредвиденных тяжелых обстоятельств. И там, кстати, был и мой кабинет, секретарь президиума Верховного Совета. Это мы уж потом с Белой Курковой туда спускались, и интервью даже она оттуда брала. Такой невзрачный вид всего, серая краска, вообще говоря, какая-то старомодная мебель. Но он позвонил, да я в это время разговаривал с депутатами из Казахстана. Они звонили и спрашивали, что у вас там происходит, потому что у нас на президиуме раздвоение произошло. Одни считают, что нам надо вмешиваться, а другие считают, не надо вмешиваться. Я тут психанул, вообще говоря, и довольно в грубой такой форме начал отчитывать их, сказать, что на ваших глазах на самом деле расправляются с демократией российской, а потом все достанется и вам, вы не волнуйтесь, так сказать. И пока я говорил, они уже, видимо, спустились вниз. Я побежал, на пути, правда, такой курьез был. Встал охранник и навел на меня пистолет, говорит, стоять. Видимо, час Ч, никого не пропускать. Там вообще в Белом доме до Ельцина была атмосфера жуткая совершенно. Там ни одного поворота не пройдешь, чтобы не было постового, который по спискам проверял. Это уж мы первые дни начали наводить как депутаты порядок, чтобы нас не трогали, вообще говоря. Но потом он увидел депутатский значок, улыбнулся, и я улыбнулся, хотя еще был не до улыбки в это время. Прибежал туда в приемную, а там, на мое удивление, сидела группа депутатов так по кругу, и очень многие из них с оружием сидели. Тоже было очень как-то непонятно, были ОМОНовцы. Бориса Николаевича не было. Я подошел к окну, и мне тоже оговорили: Сергей Александрович, отойдите, потому что с гостиницы Украина снайперы могут стрелять. Я только отошел, и в это время раздался выстрел. Напряжение, конечно, жуткое совершенно было. Я так еще сзади оно произошло, понять не могу ничего. И вдруг из-за стены, голос: извините, нечаянно нажал на курок. Какой-то милиционер нечаянно нажал на курок, а все сидят с оружием в руках.
Ну, вот потом поднялся Борис Николаевич, бледненький. Его окружили корреспонденты, спрашивали о чем-то. Ну, в общем, мы провели там 24-го, по-моему, числа я там не вылезая был, с 19-го. 24-го Рязанов привез свой фильм, мы открыли Белый дом для всех посетителей. Да, смотрели этот фильм, приехали все артисты. Это хороший был вечер такой. Вот, а тревога появилась у меня тогда, когда Фима Басин, вот там же получалось так, сначала ввели все эти транспортеры, потом какое-то время их вывели, потом опять ввели. И вот когда опять ввели, члены президиума, вообще говоря, все выходили им навстречу. И Басин, Ефим Владимирович, он такой герой социалистического труда, такой крепкий парень-то вообще. И он мне по телефону говорит: Сергей, ничего не понимаю. Но, говорит, они идут, если кто-то останавливается, его сзади толкают. Танк в танк. Я, говорит, смотрю, мне кажется, что они под наркозом, ребята. И стреляют трассирующими. Он говорит, слышишь? Прям, говорит, мимо меня трассирующие пули. Вот тут у меня вот стало довольно тревожно, и я понял, что что-то произойдет вообще сегодня. И мне вообще казалось, внутреннее такое ощущение было, еще не очень осознанное, что до первой крови. Вот, а дальше? Это какой был день? Это было, ну, на 20 на 21, по-моему, да? Да, с 20 на 21. А что-то изменилось, когда Ельцин появился в Белом доме? А он Какая-то... всегда был там? Нет, ну вот вы сказали, что первую половину 19-го его еще не было, а потом он... Нет, он уже был. Я приехал, он уже был. Да, они же выбирались из Архангельского, потом же много рассказывали, как они это делали. Понятно. Да, и даже те, кто его хотел или должен был арестовать, они рассказывали, как они его не тронули, вообще говоря, и он заехал туда. Он был безвыездно оттуда, не вылезал. А почему вы считаете, его не арестовали в результате за все эти 3 дня? Почему они дрогнули? Вы знаете, есть такое понятие, когда мы все ощущаем слабость власти. И слабость одной власти и сила, приобретаемая другой властью. Вот есть такое понятие. И тогда слабость Горбачевской власти, она явно проявилась. Ну, во-первых, она проявилась тем, что его арестовали в Фаросе. Проявилась тем, что власть захватил вице-президент, как бы ни говорили. Да? И какая-то очень неорганизованная группа, которая, честно говоря, не очень понимала, что ей делать, как потом мы и поняли все. Понимаете, в этой ситуации, вообще говоря, поддержать такую власть – это явный шаг к гражданской войне. Потому что, ну, Борис Николаевич не тот человек, который бы согласился бы. Ведь мы накануне резервное правительство отправили в Свердловск. Лобов, Красавченко, еще кто-то. Они поехали туда на случай, если будет обострение какое-то, с тем, чтобы они оттуда начали с пульта управления, начали командовать, так сказать, положением в стране. То есть все готовилось к тому, чтобы на всякий случай организовать противодействие. Дунаев вооружил милицию, которая и привел школу милиции с вооружением туда. То есть были люди, особенно те, кто афганцы, они понимали, что если там им противостоят люди с оружием в руках, они же молчать не будут, они будут стрелять. Это значит многочисленные жертвы. Я думаю, что это главное, вообще говоря, что... Ну, а потом для них, по-моему, это непопулярные люди все были. Вот это мне кажется, главное. Вы за Ельцином наблюдали вот в эти дни? Вы видели какой-то страх или колебания у него? Или в основном это был адреналин и не было сомнений по поводу того, как действовать? Ну, трудно. Это надо с ним было разговаривать вообще. Наверное, у каждого был страх в определенный момент. Я не могу сказать, что всегда был страх. Если бы у меня был всегда страх, я ничего бы не смог делать. Отдельные моменты были, когда появлялся страх, но он как-то проходил.
Вот страх появился, когда пришло сообщение, что ребят убили. Потому что в этот момент, ну, я, по крайней мере, думал, как дальше повернется. Тогда пару вопросов еще буквально про путч, и потом мы пойдем дальше. Вот вы помните вот этот момент, когда Ельцин забрался на танк? Да, конечно. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Но я там не был на танке, я с балкона смотрел из своего кабинета. Но это вот как раз тот период, когда вообще выхода информации не было никакого. И необходимо было вот той толпе, которая собиралась у Белого дома, хоть что-то, вообще говоря, сказать. Ну, разные были варианты. Там с балкончика выступали, кто-то что-то кричал, там еще что-то. Но, видимо, в окружении Бориса Николаевича или он сам, я не знаю просто это. Сказали, знаете что, пойдемте туда в толпу и попробуем там на месте, так сказать. Ну, это, конечно, был очень яркий такой фрагмент, когда он поднялся на танк и сам начал читать, так сказать, это. Я думаю, что это информационно, конечно, был очень сильный удар, потому что это разнеслось очень быстро по стране, по весям. Для нас это было вообще чрезвычайно важно, чтобы информация шла. Конечно, всю картину перед этим очень сильно портило и отношения Горбачева с Борисом Николаевичем. И я не могу сказать, что Борис Николаевич был инициатором этих отношений. Скорее всего, все-таки это шло от Горбачева все. Как на первом съезде организовали атаку, и все, чтобы его не избрали. Я был на собрании коммунистов, которое Горбачев собирал вместе с членами Политбюро перед первым съездом народных депутатов, где Исаков впервые сказал, что он выдвинет Бориса Николаевича Ельцина. Вот. И эта атака была скрытая, она не была открытая. Вот в этом вся мерзость вообще того периода, советского периода, когда люди не хотят и не могут объяснить вообще, почему и как. Вот. Но всеми силами, в общем-то, была дискредитация. И в последующем тоже. И я думаю, что не было бы ни войны законов Союза с Россией, не было бы ничего, если бы на каждый наш шаг не было противодействия со стороны Верховного Совета Союза. И в конечном итоге мы подошли к тому, что мы фактически вынуждены были объявить, законы Советского Союза действуют на территории Российской Федерации только после их утверждения на сессии Верховного Совета России. Вот до такого маразма, так сказать, дошли. Конечно, виноваты обе стороны, без всякого сомнения, но большей частью, я думаю, виноват все-таки Горбачев. А скажите, а до путча витало в воздухе ощущение, что консервативное крыло готовит какой-то заговор? Нет. Нет, мы как-то все были очень уверены, что они соберутся на подписание союзного договора и о чем-то договорятся. Вот у меня было такое ощущение. Я думаю, у многих, потому что мы очень быстро собрались и без всякой тревоги уехали в отпуск. И малейшее было бы, конечно, у нас ощущение того, что мы здесь нужны, конечно, мы бы остались. Его не было и у Бориса Николаевича. А вот тогда было много разговоров по поводу того, что Горбачев на самом деле не был арестован, что, может быть, это такая совместная акция, и он в курсе всего. Как вам кажется? Ну, очень темный. Темный. Я как-то верил больше Михаилу Сергеевичу, когда он говорил, что телефоны отключены. Я думаю, это вот домашний арест совершенно очевидный. Мне так кажется. В всяком случае, у меня другого нет. Если бы, скажем, он был бы в сговоре, мне кажется, он по-другому вел бы себя. Мне кажется, так вот чисто психологически вообще человек должен по-другому себя вести. Ну, хоть как-то интересоваться. Но, видите, он записал на пленку свои выступления, обращение к народу. Нет. Хорошо, давайте тогда перенесемся в 93-й год. Расскажите, пожалуйста, в чем была суть противостояния Верховного Совета и Ельцина? Вы знаете, я с каждым разом все больше и больше убеждаюсь, что 93-й год люди начинают с конца, а не сначала. Начало вообще конфликта 93-го года было положено в 92-м году, когда мы пошли на реформы.
именно с этого дня, 13 января, Хасбулатов, будучи в Рязани, впервые выступил против этих реформ. И эта раздраженность его, и это отрицательное отношение к реформам, оно было на протяжении всего 1992 года. Это был 6-й съезд народных депутатов, когда решением съезда были приняты отрицательные оценки. Это было, когда сняли Гайдара на 7-м съезде народных депутатов. Это было, когда на 8-м, 9-м съезде пытались объявить импичмент президенту. Это все противодействие, противоядие тем реформам, которые начал Борис Николаевич с Гайдаром. В последующем с Черномырдиным. И когда руководство Верховного Совета увидело, что Черномырдин проводит ту же политику, тогда решили, в общем-то, объявить импичмент президента. И вот из этого круга было невозможно вырваться. Несколько раз Борис Николаевич пытался сам это сделать путем своих указов, как говорят там о превышении его полномочий и власти. Но вы знаете, в тот период быстродействия реформ это было единственное спасение вообще для страны, у которой не было ничего. Ведь мы, когда приняли все от Советского Союза, не было ни валюты, ни золотого запаса в достаточном количестве. Резервные фонды уже там процентов на 30 были разорены. Долги были 120 миллиардов, которые мы на себя взяли, долларов. И в этой ситуации, конечно, нужны были очень эффективные и быстрые реформы. И Гайдар, безусловно, стремился прежде всего ввести институты экономики, институты рынка. Это собственность, которая должна была появиться, это приватизация. Это банки, которые должны были иметь возможность давать кредиты. Это вот все те атрибуты, которые требуются для рынка. Поэтому они так очень быстро шли и так болезненно шли, потому что готовить времени не было. Мы понимали, что нужно это все быстро сделать. Но есть второй, конечно, еще момент, который действовал психологически на нас. Мы считали, что если вдруг власть вернется, то максимально тяжело, чтобы ей было возвращать все обратно. Одно дело там какие-то институты преобразовать, другое дело у людей отнять собственность. Это довольно серьезные вещи. Конечно, они шли с ошибками, они шли с болью очень большой, с кровью, может быть, даже. Но, тем не менее, по нашим прогнозам, где-то 96-й год уже должно быть некоторое просветление. Оно, кстати говоря, и появилось немного. Вот если учесть, что у съезда народных депутатов была монополия на власть, а монополия на власть у кого бы ни была, это всегда очень плохо. Что у законодателей, что у исполнителей, что у президента, мы всегда люди от этого страдают очень сильно, потому что справедливости добиться невозможно. И если съезд народных депутатов мог объявить импичмент президенту, мог отправить правительство в отставку, мог провести референдум, он все мог. Он мог все. И в Конституции появилась как бы двойственность, двоевластие. С одной стороны, полностью власть принадлежит съезду народных депутатов, с другой стороны, главой государства и высшим должностным лицом является президент, который ничего не может. Более того, его поставили такие условия, что если вдруг для реформ требуется какой-то закон, то он может указом президента сделать этот закон указом, но тут же написать до принятия федерального закона. Все действует. Потом поставили в такие условия, что он может принять указ, но до этого за 2 недели он должен указ представить в Верховный Совет. Если ответ есть положительный, он может его подписывать. Если ответа положительного нет, то он не может подписывать, будет рассматриваться законодательство. Вот в таких условиях вести вообще быстротечные реформы невозможно практически. Поэтому он несколько раз пытался не то, что усилить свою власть, он пытался сделать так, чтобы он мог дать дорогу реформаторам разрешать те или иные проблемы и вопросы.
И когда на 9-м съезде не хватило 62 голосов, чтобы объявить импичмент, в конечном итоге с Конституционным судом удалось выйти на некоторое примирение. То есть мы договорились о том, что 25 апреля проведем референдум. И по согласованию 4 вопроса. Доверяете ли вы президенту? Доверяете ли реформу Гайдара? Нужно ли президента досрочно переизбирать? И нужно ли досрочно переизбирать Верховный Совет? Получили 4 ответа. Да, да, нет, да. Над которыми много раз смеялись. Я даже Борису Николаевичу фотографию подарил. Собачку, у которой наклеена вот такая. Да, да, нет, да. А кто-то мне прислал фотографию, 4 котенка родились. 3 серых, 1 черный. Да, да, нет, да, тоже. Ну, очень много смеха было вокруг этого. Но самое главное, конечно, мы победили. И к тому времени на Борисе Николаевиче уже лежал проект новой Конституции. Его подготовил Сергей Сергеевич Алексеев в то время. А можно мы переговорим это предложение? Обозначьте, пожалуйста, когда это было, какой месяц? Вот к референдуму. 93-го Да, года? 93-й год, 25 апреля прошел референдум, и 29, по-моему, или 30 апреля Борис Николаевич собрал глав администрации и представил им новую Конституцию. Вот, смотря с сегодняшнего дня, мне кажется, мы допустили крупную ошибку. Потому что после референдума, хотя Конституционный суд посчитал, что этот референдум не имеет юридической силы, но все-таки было логичнее распустить Верховный Совет и назначить новые выборы. Я почему так думаю? Потому что всенародное голосование, оно показало, в общем-то, действительно другую расстановку сил в обществе. Если на съезде народных депутатов расстановка сил была против президента и против реформ, то народ, в общем-то, показал, что они одобряют и позицию Ельцина и одобряют, в общем, реформы. И надо было, конечно, идти сразу. Мы пошли другим путем. Мы пошли на создание новой Конституции, но там возник сразу вопрос. Без съезда народных депутатов Конституцию принять невозможно. Нельзя. И тогда мы решили сделать конституционное совещание, думая о том, что конституционное совещание, в котором участвуют все представители власти федеральной, региональной, местного самоуправления, общественных политических организаций и местного самоуправления и бизнеса, что это позволит нам, надавить на съезд народных депутатов, он вынужден будет принять его Конституцию. Но, к сожалению, получилось все не так. И когда 12 июля Конституционное совещание одобрило проект Конституции, то борьба со стороны Верховного Совета усилилась. И более того, там пошли в ход вообще такие не очень чистые, не очень нравственные, вообще говоря, методы, когда начали упрекать Ельцина в пьянстве, там, в каких-то моральных, так сказать, вещах, для того, чтобы подогреть, так сказать, ненависть людей. Ну, к нему многие, конечно, относились, особенно партноменклатура, конечно, его ненавидела. Считал, как Александр Николаевич Яковлева тоже ненавидел партноменклатуру, считая его предателем. На самом деле, человек, который очистил нам дорогу, вообще говоря, и в прошлое, и в будущее, и в настоящее. Ну и когда стали подходить, а мы ведь как хотели? Мы хотели еще, чтобы регионы нас поддержали. Я разослал проект новой Конституции во все законодательные собрания. Они начали их рассматривать, начали одобрять. И в это время сверху пришло указание всех отпустить в отпуск. И вот до осени так шло. И осенью я уже видел по настроению Бориса Николаевича. У него все напряглось, конечно. И, видимо, он уже приходит к основному выводу, что придется самому распускать Верховный Совет. Он мне показал указ. Я, не том, что выразил недовольство, я как-то сказал: Борис Николаевич, это очень опасный шаг, и мне кажется, он может иметь очень тяжелые последствия. Он говорит: почему?
Потому что без подготовки такие вещи не делаются. Подготовки нет. Но это все равно, что вытащить шашку вообще, пойти в атаку, не знаю вообще, пойдут за тобой, не пойдут. Ну, он отпустил меня, по-моему, ничего не сказал больше. Вот, но тем не менее, в общем, меня предупредили, что будет совещание, на котором окончательное решение будет приниматься. Ну, и я тогда, честно скажу, я начал звонить. Я позвонил Галушка, ФСБ, тогда ФСК был. Позвонил Елину, МВД. Позвонил Козыреву, Черномырдину. Ну, Козырев сразу сказал, со мной на эту тему не говори. Их надо давить, давить, давить. Но я понял, что, в общем, большинство колеблется, или, по крайней мере, не считает нужным вот так, без подготовки, идти на такой шаг. Но когда собрались, все молчат. Борис Николаевич рядом со мной сидит. Здесь. Я говорю, да можно мне сказать? Он так рукой махнул, ударил меня и говорит, ваше мнение известно. Ну, после этого все разговорились. Да, надо кончать этот базар. Надо, в конце концов, прекращать этот базар. Ну, приняли решение. Единственное, не 19-го, поскольку это ассоциируется с 19 августа, а 21-го. Ну, вот, когда указ был подписан, тут и для меня не было проблем и вопросов, как к этому относиться. Указ подписан, надо выполнять. А в чем была суть позиции Верховного Совета? Понятно, им не нравились реформы, но что они предлагали взамен? Убрать эту команду. И каким путем идти? Социальное. Более социальным путем? Реформы должны иметь социальный уклон. Без обеспечения социальной защиты людей реформу проводить нельзя. Но для того, чтобы социально защищать людей, нужно было денег больше, чем на сами реформы. И это невозможно было, потому что самая главная задача, первый период реформ, то, что называется моно, да, самая главная задача – это сжать массу денег. Для того, чтобы был спрос. Ведь Гайдар какую задачу поставил? Тебе легко покупать товар, только товара нет. А вот пусть будет много товара, но у тебя денег нет. А для того, чтобы денег не было, их надо сжать. А для того, чтобы их сжать, надо меньше выплачивать. Ведь мы не случайно и до сих пор мы говорим, что наша производительность труда не соответствует вообще результатам нашего труда. И мы живем в долг. Если бы не комбинации, которые производит наше правительство путем цен на нефть, газ и электричество. Да? Поэтому если, скажем, раздавать социальные деньги, то есть увеличивать пенсии, увеличивать социальные пособия, увеличивать заработную плату без товара, то это не ужимание денег, а наоборот. То есть это раскручивание инфляции. Она и тогда была раскручена уже за 1000% и выше. Поэтому у них задача была делать это постепенно, но самое главное с социальными компенсациями довольно сильными. Вот это главное, так сказать, что. А вы считаете, что они просто были не подготовлены экономически и не понимали, Никак, что... абсолютно никак. Потому что они были вот такими номенклатурщиками, и все их мышление было заточено на... Я думаю, чисто советское мышление. Чисто советское мышление. Мы скажем, люди поймут, люди вытерпят, люди то да сё. Но, как мы знаем, долго люди не терпят. Долго люди не терпят. И мы знаем, что реформы начинались и при Хрущеве, и при Брежневе, и долго они не выдерживали. Их сворачивали через какое-то время, потому что настроение у людей резко менялось и становилось очень опасным. Поэтому этот путь надо было пройти быстро, с тем, чтобы начать получать результат, из которых можно было бы как-то решать эти проблемы. Я не говорю о том, как мы дальше пошли. Мы дальше пошли так, как Борису Николаевичу не нравилось, конечно. Потому что дальше, как пошли, мы пошли чисто советским путем. Дальше это вы про какой период говорите? Ну, после Бориса Николаевича. Мгм.
Хорошо, давайте продолжим про 93-й год. Расскажите, пожалуйста, вот в Верховном Совете объединились совершенно разные люди: и коммунисты, и умеренные консерваторы, и экстремисты всех мастей. И там было все намешано в этот Ну, момент. там две проблемы, да если не три проблемы было. Первая проблема: Борис Николаевич очень сильно оголил Верховный Совет, потому что ему требовались кадры. Я вначале об этом говорил, что кадры, которые были, ну, во-первых, они его не устраивали, потому что это была партноменклатура, которую он хорошо знал. Во-вторых, это были необученные кадры. И в-третьих, это были люди, ну, нужно было иметь людей, которым нужно было верить. Поэтому те, кто его окружал и кому он верил, они ему рекомендовали одного, второго, третьего, одного на место министра, второго там на место меня, вот на руководителя администрации президента. И довольно много демократов ушло из Верховного Совета. Это было очень ощутимо. Вторая проблема в том, что усилилась, конечно, позиция коммунистов, потому что реформы, как правило, в первый период времени дают отрицательный результат и очень болезненно для людей, что дает возможность вообще коммунистам атаковать довольно мощно. Да? Ну и третье, это вот то болото, которое было у нас. У нас ведь как было? 30% демократы, 30% было коммунисты, а там 40% было, мы его называли болото, которое в зависимости от качества выступления ораторов принимало ту или иную сторону. Ну и, конечно, это все болото скатилось, так сказать, на сторону номенклатуры. И у них оказалось довольно устойчивое большинство, хотя, видите, на импичмент не хватало голосов. А почему на импичмент не хватало голосов? Почему они не могли собрать достаточно людей, Я которые думаю, бы... это боязнь определенная. Определенная боязнь, потому что люди понимали, что ну, добром это не кончится. Понимаете, вот сейчас есть какой-то защитный элемент в обществе. И общество понимает, что если сейчас экстремизм победит, то мы не избежим войны. Или опять глубокого провала. Вообще всякий вот такой... Я тоже противник всяких таких революционных поворотов, потому что это очень отрицательно действует на все сферы жизни. На экономику, на политическую систему, на нравственность, на коррупцию, на бандитизм, экстремизм и прочие вещи. И унять это дело очень тяжело. Это нужны годы для того, чтобы более-менее привести страну, вообще говоря, в определенный порядок. Поэтому лучше воевать на трибунах, на митингах, но только не свержением власти. Ну вот Ельцин издал этот указ 1400, да, о распуске Верховного Совета. А в чем была его основная суть? Основная суть, на мой взгляд, очень правильная суть. Он распускал Верховный Совет и одновременно объявлял выборы. Правда, не была подготовлена вторая часть, там бы выборы были только Государственной Думы. А нужно было еще делать вторую палату. Вторую палату мы, на мой взгляд, мы очень правильное решение приняли, что вторую палату сделали не национальную, а региональную. Он называется Совет Федерации. Это региональная палата, в которой входит по два представителя от законодателя и исполнительной власти региона. Почему исторически получилось законодателей и исполнительной власти? Потому что там тоже шла война между законодателями и исполнительной властью. И здесь нужно было представлять и ту, и другую сторону. Для нас было чрезвычайно важно, чтобы на Совете Федерации те законы, которые принимает Государственная Дума, а она построена по партийному признаку, чтобы эти законы были нужны регионам, не вредили им. И тогда они с этой позиции либо одобряют эти законы, либо не одобряют, не принимают. Там нет функции эти законы постатейно обсуждать. Но вот в принципе, да, закон такой нужен региону. Или он не нужен, и они его отвергают. Вот это была главная задача, и мы потом указом это подправили. Был указ президента о создании второй палаты Совета Федерации, и первый раз она была выборная. Мы ее на 2 года ее выбирали, а в последующем она формировалась. Мне кажется, и в последующем было очень правильно сделано, потому что в палату входили губернаторы, главы администрации, и в палату входили председатели законодательных собраний.
Но при этом я сказал: Борис Николаевич, если губернаторы входят, их надо избирать. Он очень тяжело к этому шел. Ну вот умница он все-таки, понимаете, вот сколько лет, за 3 года у него сформировалось вот это отношение, что губернаторы должны избираться. И мы, если кто помнит, 3 этапами их избирали. Первый этап – это был сразу после принятия Конституции, какая-то группа была для опробования. Вторая была там, после выборов Государственной Думы. Ну, а третья там. То есть 3 этапа было. И только на последнем этапе, по-моему, 17 губернаторов были не от партии, как говорится, власти, да, то есть те, кто от ЛДПР, от коммунистов там. Но они очень быстро влились в поток вообще нормальной жизни и работы. Но это нам давало гарантию, что первые лица каждой губернии, первые лица, если они голосуют за данный закон, то точно совершенно законодательное собрание будет принимать такой закон, не противоречащий. Потому что в то время вообще создалась очень критическая ситуация. В республиках во многих конституции противоречили Конституции Российской Федерации. И уставу противоречили. Тем более, что наши регионы требовали тех же полномочий, которые были у республик. Это все тоже было в этом указе прописано или это... Нет, в указе было прописано только вот выборы. Можно я вас попрошу одним предложением сказать, что 21 сентября Борис Николаевич Ельцин издал указ 1400, который распускал Верховный Совет? Я, по-моему, говорил, нет? Ну, нам нужно, чтобы это было ёмко Хорошо. одним предложением. 21 сентября 1993 года Борис Николаевич подписал указ, которым распускался Верховный Совет, съезд народных депутатов, и тут же назначались на 12 декабря выборы Государственной Думы. Одновременно другим указом было опубликовано положение о Государственной Думе. Ну и дальше включалась, так сказать, избирательная система. Кстати говоря, она была создана в тот период времени, Центральная избирательная комиссия, которая готовила эти выборы. Вот чуть-чуть позже был указ о создании палаты Верхней Совета Федерации, которая на самом деле в первый год избиралась, так по указу было, на 2 года. А через 2 года появился закон, по которому Совет Федерации формировался. Это, собственно, не закон, а Конституция. Теперь, что очень важно, 5 числа, вот после всего того, что произошло у Белого дома, мне позвонил наш посол Юрий Алексеевич Рыжов в Франции. Они с Борисом Николаевичем были большие друзья, в очень хороших отношениях. Это один из тех, кому Ельцин очень верил. Он говорит: Сереж, вот тут профессор Леш есть такой, а в странах, оказывается, есть юристы, которые занимаются правом в других государствах и изучают их. Он изучал Россию. Он, говорит, смотрит, в общем, на то, что происходит у нас, и говорит: а почему бы вам 12 декабря на выборах Государственной Думы не принять Конституцию? Я так ахнул, думаю, действительно, что нам в голову не пришло вообще. Взял трубку, позвонил Борису Николаевичу. Он только один вопрос задал. Он говорит: а успеете? Ну, ее же надо было поправлять, потому что она была компромиссная, эта Конституция. Я так прикинул, месяц точно есть. Я сказал: успеем, Борис Николаевич. Значит, месяц надо подготовить, и месяц надо опубликовать за 2 месяца. 8 числа мы начали уже работать. Была палата государственная, палата общественная. Я возглавил рабочую группу, была экспертная группа, был конституционный арбитраж, состоящий из очень высокопоставленных юристов наших, куда мог обратиться только президент, но их решение было незыблемо. То есть, когда мы упирались в тупик, то конституционный арбитраж нам показывал дальнейший путь наших действий. Таких вопросов было 14. И вот где-то 3, по-моему, числа ноября была готова Конституция. Я ее отправил в Институт русского языка Академии наук. Там ее просмотрели на предмет, так сказать, иностранных слов, чтобы не было. Вычистили все. И 8 числа я вошел в кабинет Бориса Николаевича с проектом новой Конституции.
Там сидел Юра Батурин, его помощник по национальной безопасности, а до этого он был помощником по... Нет, и помощником по юридическим вопросам. По правам. И сидел Илюшин, первый помощник президента. Сели, нас запечатлели на фотографии. Борис Николаевич все внимательно посмотрел. Потом, смотрю, вытаскивает записочку. Открывает ее и начинает править. Я так насторожился, думаю, ё-моё, после того, как мы все вроде сделали. Ну, в общем, 16 таких правок он внес. Из них, наиболее существенная, скажем, правка, что он может председательствовать на заседаниях правительства. Вторая правка, это серьезная правка, что его указы имеют... Что? Нам нужно перезарядиться, к сожалению. Так быстро, что ли? Полчаса. Да, вторая поправка более существенная была, то, что его указы имеют нормативный характер. Это очень серьезно. И третья серьезная поправка была относительно Совета Федерации. Вот именно там он записал по одному от законодательного органа и по одному из исполнительного органа. Ну и последняя поправка, на которой мне уже пришлось вмешаться, поспорить. У нас была довольно тяжелая ситуация с Конституционным судом. Борис Николаевич был очень сильно раздражен вообще их поведением. Я тоже, честно скажу, потому что 1993 год в значительной степени, как многие юристы сходятся, вина лежит, конечно, на Конституционном суде. По многим соображениям, в том числе и по тем нарушениям, которые они сделали. Они нарушили закон, нарушили регламент, проведя, так сказать, всю эту операцию. И вообще такие вещи делать Конституционному суду, вообще говоря, ну это... Вот, и он даже подписал указ о распуске Конституционного суда. Ну, удалось его все-таки уговорить, что этого не делать, с тем, чтобы сохранился суд. Единственное, что мы попросили, чтобы Зорькин нашел в отставку в тот период. Но ситуация сложилась такая, что Конституционный суд сразу не мог начать работать. Он требовал пополнения определенного. И вот для того, чтобы было пополнение, в новой Конституции мы записали, должно быть 21 человек. А их 12 в натуре. А по закону 15 должно быть. И он тут берет цифру 21, зачеркивает и пишет 18. Я говорю, Борис Николаевич, нельзя этого делать. Они завтра начнут работать. И как пойдет вообще ситуация в стране, никто не знает. До принятия новой Конституции, по крайней мере. Ну, в общем, немножко поспорили, он тогда еще раз зачеркивает, пишет 19. Достаточно, говорит. Я говорю, достаточно. Ну вот, а потом пишет опубликовать в средствах массовой информации. Ельцин 8-го, 15 часов, по-моему, 15 минут. Даже время поставил. Все, дальше мы опубликовали и начали работать над тем, чтобы Конституция была принята. Ее приняли. Давайте вернемся чуть назад. Ельцин издал указ о распуске парламента. И какая реакция была со стороны Верховного Совета? Ну, сначала все было спокойно, честно говоря. Я даже, когда Ростропович выступал на Красной площади, я даже хотел подойти и сказать, Борис Николаевич, извините за мои сомнения. На самом деле так все складывается хорошо, спокойно. Ну вот, а потом началась какая-то тревога. Началась тревога, начали собираться губернаторы, в Конституционном суде проводить совещания. Любжинов особую активность начал проявлять. И, в общем, начались такие позывы, что если в отставку, то в отставку должны уйти оба. И Верховный Совет, и президент. Даже на каком-то этапе, мне кажется, Борис Николаевич дал слабину и сказал, да, я согласен. Но для меня это вообще дикость, как страну оставить вообще, на какое-то время оставить вообще без руководства. Ну, в общем, потом мы это как потушили, этот вопрос. Президент, если перевыборы делать, то спустя, допустим, полгода там, или год.
Ну, обстановка вокруг этого начала все сильнее и сильнее как-то. Появились там генералы, там же было оружие, довольно достаточное количество оружия. По моей памяти, когда я уходил из Верховного Совета, они заботились над тем, чтобы купить оружие в Чехословакии. Даже мне образцы показывали, какие будут покупать. Более того, Хасбулатов, побаиваясь вообще того, что охрана находится как бы в руках президента, вывел свою охрану из подчинения МВД даже. И вот тот батальон, который охранял Верховный Совет, он практически не подчинялся никому. Начались вылазки. Терехов со своими ребятами. Они все искали, в общем-то, АТСовскую связь. Но при этом использовали иногда оружие. То есть начались перестрелки какие-то. В общем, все это как-то довольно сильно напрягало ситуацию. Борис Николаевич поручил правительству с тем, чтобы предпринять меры по тому, чтобы их оттуда как-то убрать. Но мне кажется, мы все в то время, да и сегодня еще заражены вот этим советским менталитетом, когда не переговоры, а кулаком, пистолетом, там, еще чем-то. И там начали выключать свет, потом отключили канализацию, потом перво-наперво отключили телефоны. Конечно, это начало вызывать раздражение. Тем более при той пропаганде, что президент нарушил Конституцию, он действительно ее нарушил, этого никто не отрицает. Депутаты, особенно те законники, которые там были, они, конечно, все очень сильно были раздражены и готовы были лезть в драку в любое время. Потом их окружили этой самой колючей проволокой. В общем, обстановка очень сильно начала напрягаться. Мне кажется, здесь сыграли, такую негативную роль наши служители церковные, которые там бывали. Потому что они давали не очень качественную информацию патриарху. Патриарх в это время находился в Соединенных Штатах, и те комментарии, которые он оттуда давал, они были не очень хорошие. Они показывали, что он, в общем, склонен одной стороне верить и осуждает вторую сторону. И когда он прервал свою поездку в Соединенных Штатах и сказал, что я возвращаюсь в Москву для того, чтобы, так сказать, помочь разрядить эту атмосферу, я, в общем, стал понимать, что он не на нашей стороне. И если его вмешательство еще подвигнет, так сказать, ту сторону на какие-то действия, то, в общем, хорошего будет мало. А там мы уже знали, что там баркашовцы, там приднестровцы, те ребята, которые воевали, которые знают, вообще говоря, что такое нажать на курок. И могут его нажать. Самое главное это в этом. И когда он прилетел, я позвонил, тогда был митрополит Кирилл, сейчас он патриарх, и сказал, что нам бы надо устроить встречу Бориса Николаевича с патриархом, с тем, чтобы объяснились. И мне кажется, патриарх много чего недопонимает с того, что происходит. Он согласился, назначили время, была встреча. Борис Николаевич, я был с ним, и патриарх был с митрополитом Кириллом. Вот тогда мы впервые договорились о том, чтобы проводить переговоры. Патриарх сказал, я готов их возглавить под моей, так сказать, эгидой. Они пройдут в Свято-Даниловом монастыре. Давайте договариваться. Ну и в этот же день с помощью Черномырдина мы вышли на Абдулатипова и Соколова, председателей палат обеих Верховного Совета. Долго мы с ними разговаривали, они тоже были в таком вздрюченном состоянии, неприятном. Но в конечном итоге поняли, о чем идет речь. Мы сказали, мы ничего не требуем от вас. Мы сейчас все включим, но давайте договоримся, чтобы оружие оттуда убрать. Потому что это то, что может, вообще говоря, разжечь маленькую войну в Москве. Написали первый протокол. Они пошли в Белый дом. В 2 часа возвращаются, сказали, что мы получили добро. И 1 числа, мы 1 в 10 должны собираться у патриарха, 1 числа в 2 часа 40 минут мы подписали этот протокол. Но
В 10 часов утра их нет. Последующее вместо них появляется Воронин. Они дезавуировали этот протокол. И практически эти 2 или 3 дня, которые мы переговаривались, значит, 1-го, 2-го началась буза уже на Смоленской площади, 3-го числа начался мятеж. Ну, в общем, мы поняли, что они используют для того, чтобы сорвать, подготовиться вот к этой бузе. То, что они подготовились, я абсолютно не сомневаюсь в этом, потому что 1 мая 1993 года точно такая же толпа шла на площадь Гагарина, где они начали избивать ОМОНовцев. И точно такая же толпа подошла сюда, с Октябрьской площади, оттуда же. Сначала прорепетировали на Смоленской площади, а потом прорвали вот эту оборону. ОМОНовцы, конечно, не ввязываясь. Я их понимаю. Первому стрелять всегда очень трудно. Поэтому они не предприняли никаких усилий сопротивления. Но, тем не менее, вечером была дикая совершенно опасность, потому что у Останкина там уже была маленькая война. Сначала с одной стороны, и оборонялись только те, кто там охранял. А потом, видите, Борис Николаевич ведь не имел армию здесь. Он отказался от того, чтобы в эти дни вводить какие-то дополнительные войска. И долго искали Грачева. В конечном итоге где-то 20 минут 9-го появились наши вооруженные силы на Минском шоссе. Часть из них пошли на Останкино с тем, чтобы там помочь прекратить эту возню. Вот. А надо было решать, что делать со всем остальным. И я тут тоже был непреклонен вообще. Если война такая началась, ее надо гасить в зародыше любыми силами, какие бы ни были. Потому что из малой большую сделать очень легко. Погасить надо. И когда в 2 часа ночи собрались в кабинете у Грачева в Министерстве обороны, там прошел Совет Безопасности. И Борис Николаевич присутствовал. Черномырдин вел его какое-то время. Вот там было принято решение штурмовать Белый дом. Штурмовать. Немножко другая окраска была. Танки должны были быть с футбольного поля, холостыми выстрелить по низу, с тем, чтобы предупредительные дать сигналы. Вот была большая надежда, что уйдут оттуда все защитники. Их действительно около 2000, по-моему, к 6 часам утра они ушли оттуда. Их не было никого. Остались депутаты, часть депутатов, и остались, вот были баркашовцы, наше командование, генералитет, который был зол на Бориса Николаевича по разным причинам. Вот, и вот то, что произошло, то произошло. А что у мэрии происходило в это время? Кто мэрию пытался взять? Мэрии белодомовцы брали еще до подхода тех сил, они прорвали оборону, захватили мэрию. Там несколько наших ребят подверглись пыткам, довольно серьезным. Один из них впоследствии умер, Александр Павлович, зампред правительства Москвы. Камчатова они взяли, тоже был там. Ну, в общем, нехорошая была ситуация. Вот, и вечером, когда такая неопределенность была, я после Свято-Данилова, мы прервали переговоры, с патриархом было плохо, с сердцем плохо было. Мы извинились перед ним. Мне позвонил Попсов и сказал, надо срочно, чтобы вы вместе с Лужковым выступили по телевизору перед москвичами. Но мы поехали не на 5-ю Ямскую, а поехали на Шаболовку, а там никого нет. Один автоматчик стоит там. Мы позвонили Попцову, он говорит, сидите там, я сейчас пригоню группу, которая снимет все. Ну, мы договорились, что вместе напишем выступление, Лужков выступит. Ну, что вдвоем выступать об одном и том же. И когда он выступил, ну, поехали, он к себе, я к себе. Где-то это было около 7, наверное, вечера. Я въехал в Кремль, темно, стоит вертолет. Я понял, что президент прилетел на вертолете, находится у себя. Ну, быстро переговорили, что к чему и как. Ну, в общем, сдали войска. Когда вошли войска, стало спокойнее. Мы все поняли, что, в общем, удастся.
Вот единственное, что не удалось, ну, я думаю, что из-за некоторого, может быть, предательства руководства ФСК не удалось задержать ни баркашовцев, ни приднестровцев, они ушли через колодцы. Вот. А вы считаете, что без этих силовых действий невозможно было обойтись в тот момент? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Переговоры были бесполезны. Видите, там было два человека непримиримых. Два человека, которые уже панически боялись за свою жизнь. И панически боялся за свою жизнь давно уже Хасбулатов, естественно. Потому что, ну, при таком противостоянии, при таком личном недоверии, а недоверие дошло просто до крайности, что у одного, что у другого. С ними невозможно было ни с одним, ни с другим говорить о каком-то примирении. Это какая-то такая нормальность. Ну, а что касается Рудского, там, где есть хоть малейшая поддержка, он готов, тут вопроса нет. Человек, который, ну, на мой взгляд, не очень твердых убеждений, потому что после 93-го года мне пришлось несколько раз с ним встречаться, и каждый раз, в зависимости от обстановки, в которой он находился, он говорил то или другое. Вот Хасбулатов стоит все время на одной своей позиции, что его разлучили, что у него с Борисом Николаевичем были всегда хорошие отношения, что это виноваты охранники и окружение Ельцина, которое его, так сказать, дискредитировало. Но на самом деле больше, чем он сам себя, никто его не дискредитировал. Он выступал публично, он говорил открыто. Поэтому мы все знаем до сегодняшнего дня его позицию. Хорошо, давайте тогда перейдем к теме Чечни. Расскажите, пожалуйста, как появилась вот эта вот самопровозглашенная Чеченская республика? Что там происходило сразу после распада СССР? Ну, я сам не участвовал в этом процессе, но знаю, да, и не по должности тогда не было возможности как-то этим заниматься, не по сути, потому что я с Кавказом дела никогда не имел. Вот. Но я знаю, что этой проблемой занимался Бурбулис, знаю, что ей занимался Абдулатипов, знаю, что ей занимался Шахрай, знаю, что ей занимался Полторанин. Во всяком случае, вот той эйфории, в которой мы находились первые годы, она состояла в том, чтобы, ну, как бы, понимаете, не все были противниками ГКЧП. Были республики, которые поддержали ГКЧП. Накануне, на мой взгляд, Горбачев сделал очень грубую ошибку. Он накануне пригласил к подписанию союзного договора наши республики, внутренние республики России. Этим самым как бы дав им понять, что они по статусу находятся на уровне Российской Федерации. Но это противоречит не только логике, это противоречит вообще всем канонам нормальным, потому что Советский Союз был построен по принципу, что каждая республика имеет право на выход по Конституции. Но для этого она должна иметь внешние границы, чтобы было куда выходить. Российская Федерация, очень многие республики не имеют этого выхода. И внутри Российской Федерации иметь республику, которая имеет право на выход из состава пусть Союза или Российской Федерации, это безумие. Но этим самым он породил нашу внутреннюю войну, которую нам очень тяжело удавалось погасить. Мы ее погасили в 1992 году, кстати, благодаря усилиям Хасбулатова. Хотя в последующем мы довольно сильно мучились этим. Он предложил и организовал сам подписание двухстороннего договора между республиками и Федерацией Центра. У нас появилось 3 договора. Договор между республиками, между автономной областью еврейской и автономными образованиями, которые остались национальными в Российской Федерации. И этим самым впервые в этом договоре, в последующем это перешло в Конституцию, впервые было обговорено распределение полномочий между центром и регионами. Это очень важная деталь. Для федеративного устройства, если нет распределения полномочий, то это фикция на бумаге.
потому что все полномочия принадлежат тогда центру. А здесь мы сказали, что вот такие-то полномочия имеют совместное ведение, такие-то полномочия находятся в руках Федерации, все остальное – это за регионами. И мне кажется, этим нам удалось, в общем-то, первую волну вот этого напряжения между центром и республиками погасить. Осталась одна республика, чеченская. Там неудачно сложились отношения между… Ну, во-первых, везде были секретари обкомов, местные лидеры, которые… Ну, там довольно сложная ситуация, вообще говоря. В республике, когда у вас несколько национальностей, это значит несколько кланов. И идет борьба между этими кланами за власть, естественно. И она до сих пор идет. И до сих пор мы не можем найти, вообще говоря, форму, как организовать власть там. Ну, например, я когда занимался Карачаево-Черкесией, там 3 основные, так сказать, национальности. Одна требовала, чтобы ей отдали президентство, другая требовала, чтобы отдали законодательное собрание, третья требовала, чтобы отдали правительство. Но как это организационно и конструктивно сделать, никто не знал. В Дагестане Магомед Али Магомедович, он сделал блестяще, на мой взгляд, на первое время. У них 14 национальностей ведущих. И он тогда от каждой национальности избрал делегата в Государственный совет. И Государственный совет избирал на какое-то время председателя. И тогда вроде бы, так сказать, все вот у власти, все национальности. Поэтому там очень сложная ситуация. И когда Тейп Завгаева, скажем, находился у власти, он секретарь областного комитета партии, то, естественно, у него очень много недругов. И это вылилось, конечно, в противостояние против него. Ну, Коков, например, из Кабардино-Балкарии просто ушел сразу, и все. Потом его на ура избрали президентом. А Завгаев, получается, что он засиделся и власть отдавать не хотел, это создало очень серьезную напряженность. Вот в этой напряженности ребята наши начали искать, кого бы туда предложить, поставить, для того, чтобы, так сказать, было доверие людей, чтобы это был вождь, чтобы и так далее. Ну, по всем канонам Кавказ это любит, чтобы это был представительный, сильный человек, генерал, да, это… Ну вот, нашли Кузовгаева, вот этого Дудаева, привезли его туда. Я уж там не знаю, какие отношения у них начали складываться, но в Чечне, вообще говоря, ну, есть причины для того, чтобы быть обозленными на власть. Потому что ну, Чечню несколько раз разоружали вообще и до войны. Тухачевский разоружал ее с помощью вооружения довольно серьезного. Да? То есть там всегда зрело такое недовольство. И когда уничтожили интеллигенцию, там, в 30-е годы, и когда сломали им образ жизни, ввели, так сказать, наш и быт, и прочее, это все на кавказцев просто так. И когда в 1944 году их выгнали в Киргизию и в Казахстан, это все, в общем, наложило свои отпечатки на все. И, конечно, там довольно сильная была интеллигенция, противостоящая советской природе, да, и под их влиянием, наверное, я так думаю, Дудаев решил, так сказать, ну, как бы иметь самостоятельность большую, чем самостоятельность других. Но здесь столкнулись 2 силы. Одна сила была у нас, это Хасбулатов, да, еще выше по положению, так сказать, человек. И Дудаев, который, так сказать, провозгласил себя там главой этой республики. Ну и между ними, я так понимаю, а мы ведь как, новенькие все в этом деле. А новенькие в этом деле мы больше доверяем, так сказать, человеку опытному, по положению по своему выше. И в какой-то момент, в общем, это было в руках, скорее всего, у Хасбулатова вообще разрешение этой проблемы. У него, насколько я помню, вообще было очень такое злобное отношение к Завгаеву, не очень, мне кажется, объективное. Но и постепенно, я так понимаю, они начали ссориться и с Дудаевым, потому что вопрос стал кто кому. Ну и первый, конечно, срыв был, когда
когда были назначены Дудаевым выборы без разрешения согласования с Москвой. И тогда была совершена вторая ошибка. Президент издает указ о чрезвычайном положении, не имея для этого никаких сил. Баранников был министром внутренних дел СССР, Горбачев еще был у власти. Это был 91 год, осень. И, конечно, не удалось овладеть ситуацией. Баранников по приказу Горбачева остановил войска. Они не дошли. А там развивались события с гор. Пришли вооруженные люди, завладели зданием МВД, изгнали оттуда всех, зданием КГБ изгнали оттуда всех. Ну и начали праздновать первую победу. Ну, ура! Потом мы совершаем следующую ошибку. Когда 1 ноября Дудаева провозглашают президентом, то на съезде народных депутатов Хасбулатов вносит проект решения о том, чтобы не считать эти выборы легитимными, и запрещает общение с этой властью все структуры власти Российской Федерации. Таким образом образуется вполне естественное вакуумное пространство между Чеченской Республикой и Российской Федерацией. И так мы жили до 1994 года, пока не разрешили своих проблем. В 1994 году, кто подталкивает на этот шаг, у Дудаева постепенно падает авторитет. Падает до такой степени, что по данным нашей разведки, по данным ФСБ и оппозиции Надчелечного района, где Автурханов был главой администрации, приходит сообщение о том, что у него остается очень небольшая группа поддержки, и можно с этой властью, в общем-то, как-то разрешиться. С тем, чтобы восстановить там порядок. Потому что очень много эмигрировало людей, очень многих уничтожили там. Вот по данным Соколова, который я опубликовал, по-моему, где-то 200 тысяч, 12 тысяч погибло солдат, и где-то 200 тысяч, по-моему, мирных жителей. Большое количество очень. Вот. Ну и тогда встал вопрос о том, как быть вообще. То, что решать эту проблему надо, не было сомнений ни у кого. Как решать, не знали. Ну и когда Автурханов пришел с предложением поддержать Временный совет оппозиции, то я, честно говоря, поддержал их. Но я поддержал только единственное, что я сказал, знаете, что вот ваши документы все, здесь не должно быть никаких военных действий. Потому что вы нас можете втянуть в войну, из которой мы не выберемся никогда. А мы перед этим опросили Иорданию, опросили Сирию, где были диаспоры очень большие, чеченские. Нам сказали, знаете, можете делать все, что угодно с Дудаевым, только ни в коем случае, чтобы нога вашего солдата не оказалась на земле Чечни. Ситуация изменится в корне сразу. Они тут же все объединятся и будут воевать против вас. Ну, такой народ. И когда у них в заявлении были такие слова, что там окажем помощь, там военные, я все вычеркнул. Мгм. Значит, единственное, на что мы можем с вами согласиться, единственное, на что можем с вами согласиться, и что нужно вам делать в обязательном порядке, это завладеть социальной сферой. Вот в России будете получать деньги, эти деньги нужны на обеспечение здравоохранения, на обеспечение пенсионеров, на обеспечение слабообеспеченных семей, для того, чтобы как-то людей поддержать. Но у нас ведь тоже наверху, как правило, минимум две силы, да? Силы мирным путем и силы силовым путем. И постепенно, шаг за шагом, в общем-то, эти ребята начали денежки потихонечку тратить и на вооружение, вооружаться, потихонечку начали стыковаться, так сказать, с силами Дудаева. Вот. Со стороны
руководство, ну, Коля о покойниках плохо не говорят вообще, но Борис Николаевич всегда относился как бы не то, что с доверием, с нежностью некоторые к людям, которые только появлялись около него. Вот он появился как его помощник по казачеству. В последующем он стал руководителем администрации. А кто? Назовите фамилию, пожалуйста. Николай Дмитриевич Егоров – это бывший губернатор Краснодарского края. Ну, симпатичный парень. К сожалению, у него был рак легкого, по-моему, и он очень быстро умер. Вот, но, тем не менее, в общем, Шахрай, который руководил от правительства всей операции этой, значит, его постепенно заменили на месте министра национальности, стал Егоров. Постепенно заменили его на действиях в Чечне, Чеченской республике. И так постепенно конфликт начал все серьезнее и серьезнее увеличиваться. В конечном итоге, значит, оппозиция потребовала технику. Ну, а поскольку техника была, они ее купили, скажем так, да, но не было механиков, водителей, но вот тогда было решено, так сказать, что механиков по контракту они могут взять в нашей армии. Заключили контракты. И как вы... Ну вот, и когда наши ребята вместе с чеченцами, да, вошли в Грозный, это было 26 ноября 1994 года, довольно легко вошли, но попали под ловушку Масхадова. Он их специально заманил, потом окружил, взял в плен. И довольно сильно пропагандистски, так сказать, преподнес этот урок. Вообще, надо сказать, что во всей чеченской кампании мы информационную войну вот эту проиграли напрочь. Напрочь. Наши очень многие журналисты стремились тоже к правде, а эта правда часто была не в нашу пользу, поэтому весь эфир был заполнен вообще таким негативом по отношению к России, к ее руководству, к ее армии. В этом плане, конечно, морально было очень тяжело. Я, с одной стороны, понимал, что войну, если начали, надо ее заканчивать и выигрывать, конечно, то с тем, чтобы навести порядок. Потому что, ну вот как Громов недавно сказал, говорит, мы выводили войска из Афганистана, но победы не было. Потому что победа обычно заканчивается вывешиванием флага победы, так сказать, и прочими вещами, атрибутами. Так и здесь. И нам не нужна была, вообще говоря, победа такая в военном, так сказать, плане. Нам нужна была победа в плане порядка, который бы был наведен в стране, потому что воюет кучка людей, а живет-то население огромное. Ну и после этого, в общем, встал вопрос, что делать дальше. Я помню, подготовил указ, по-моему, о введении чрезвычайного положения, мне кажется, и послал его Борису Николаевичу, согласовав его со Степашиным. Вот. Ответа нет. На второй день мне сказали, что звонил Ерин ему, Борису Николаевичу, и сказал, что он ему сделает предложение, как выходить из этой ситуации. Но вот дальше оказалось так, что я был отключен от этой проблемы напрочь. Я не был ни на Совете Безопасности, могу только пользоваться теми слухами, которые были. А сейчас сегодня уже можно не слухами пользоваться, а были фильмы о Чечне, и совершенно откровенно уже было сказано, как вообще принималось решение о начале военных действий. Мне, честно говоря, до конца, я думаю, мне казалось, что военных действий не будет. И их не надо было делать, без всякого сомнения. Потому что внутри время лечит многое. И здесь бы время, ну пусть 10 лет еще. Ну, вылечило бы все равно ситуацию. Но, к сожалению, здесь очень негативную роль сыграли руководители республик, которым, видимо, надоели
вот эти походы Дудаева в эти республики, он свободно же ездил. В каждую республику приезжал как хозяин, вообще говоря. И встречали его там с почестями, и располагался он, как, так сказать, самый-самый видный гость. Вот, поэтому было их обращение к Борису Николаевичу о том, прекратить это все и все-таки ввести войска и навести там порядок. Я думаю, это сыграло определенную роль. Хотя этому, по-моему, противодействовал очень сильно Шаймиев. Я часто видел их вместе, собирающимися, и они искали, видимо, тоже выхода из положения как-то. Вот, а потом собрался Совет Безопасности, на котором, как мне рассказывали, выступил Николай Дмитриевич Егоров и сказал такие слова, что надо вводить войска, 70% жителей встретят нас цветами, 20% нейтральные, только 10% будут сопротивляться. Но мы это быстро погасим. После этого выступил Грачев, сказал, что у меня информация совершенно иная, никаких цветов там не будет. И если уж вы так настаиваете на том, чтобы делать военные действия, мне нужно время до весны, чтобы подготовить армию к этому. Черномырдин выступил очень резко против Грачева, начал упрекать его, что ты плохой министр, что тебя надо снять, туда-сюда, 5-10. Борис Николаевич объявил перерыв. И после перерыва сказал, что Павел Сергеевич, он его очень любил, кстати, Грачева. Очень любил, очень верил, многое прощал ему. Видимо, за 91 год, что он не пошел все-таки на атаку Белого дома. Павел Сергеевич, мы тебя снимать не будем. Но задание тебе такое: через 2 недели ввести войска в Чечню и навести там порядок. Вот так было принято решение. Все последствия, совершенно очевидно, армия не была готова к этому. Никак, ни командование, ни солдат не было в достаточном количестве. Почему мальчишки вообще только призывного возраста оказались там? И сегодня написано очень много произведений. Может быть, самые сильные, мне кажется, это Захара Прилепина, его «Патология», которая вообще показывает эту чудовищную совершенно войну, которая была в Чечне. Конечно, виноваты все мы, кто был около Бориса Николаевича, кто не смог, в общем-то, в этом не просто разобраться, но и предложить какие-то действительно кардинальные такие меры по-взрослому. Получилось как-то все не очень серьезно, но довольно жестоко. А какие, вы считаете, альтернативы были? Ничего не делать. Ничего не делать, отстать и все. Видите, у нас же было такое решение Верховного Совета в 91 или 92 году, я не помню, когда еще все считали, что все могут, и особенно сильно проявлялся вот этот советский менталитет. Когда было очень сильное противостояние националистическое в Татарстане, было решение Верховного Совета ввести войска туда. И через 40 минут, по-моему, позвонил командующий и сказал: я это безумное ваше решение выполнять не буду. Вы все там сошли с ума. И это решение было отменено. Ничего же не случилось. То есть просто высидеть эту ситуацию? Надо было остановиться и все. Хорошо, не надо было ввязываться, но ввязались, и многие сейчас говорят, что раз ввязались, то надо было дожимать, а не останавливаться на полпути. Почему было принято вот такое мирное соглашение в результате? Почему не пошли до конца? Хасавюртовское? Да. Все-таки надо иметь в виду, что у нас много республик, и в этих республиках далеко не такое нормальное отношение ко всему. И очень многие ждали, что будет прецедент, по которому можно будет повторить все эти действия. На самом деле, видите, в Конституции Российской Федерации сейчас этот пункт как бы забыли, прибрали, но, на мой взгляд, был очень сильный пункт, и есть он, остается, когда Федерация имеет возможность
заключить договор с своими республиками и краями и областями. Почему? Потому что у нас они очень разные и в экономическом плане, и по национальному устройству, и по политической ситуации, и по социальной, по всем прочим. У нас на сегодняшний день, по-моему, 12 всего регионов, которые прибыльные, которые кормят страну. Остальные находятся в дотационном положении. Причем многие из них настолько глубокие дотации получают, что трудно себе даже представить. Понимаете, поэтому мы договорились так, что можно договориться, скажем, с теми республиками, которые плодоносят нефть, газ, алмазы, другие там минералы всякие, да, чтобы частично, например, оставлять им на развитие. Но это надо делать либо законом, либо отдельным договором. Законом сделать это почти невозможно. Было при нашем Верховном Совете. Не приняли такой закон. Договором можно. Для этого, скажем, в Конституции определяется, и президенту дается право подписания такого договора. И мне кажется, это тоже способствовало стабилизации ситуации во многих регионах. Во всяком случае, в Татарстане точно. Хорошо, а вы согласны с теми, кто говорит, что президентские выборы были причиной вот этого преждевременного вывода войск? То есть не дошли до конца, не поставили точку, ради которой все начинали, и это все было из-за выборов. А, скажем, Куликов называет это предательством. Нет, с кем воевать-то? С кем воевать? Вы понимали, первая, так сказать, задача была Дудаева убрать. Убрали. Вторая задача была Масхадова убрать, потому что Масхадов точно 1 к 1 заменил, так сказать, Дудаева. Да? Это лидеры, которые организовали все. У них было свое правительство, было, так сказать... Кстати говоря, он был легитимный президент, вообще говоря. Избранный, и тот, и другой для своего народа. А все остальное надо было решать другими путями. То есть просто поняли, что вляпались, поняли, во что вляпались. Я думаю, что да. Это давно поняли. Это давно поняли. Просто нужно было сделать так, чтобы это действительно не имело тяжелых последствий для населения, для округи и прочих вещей. Хорошо, давайте тогда чуть-чуть про выборы 96 года поговорим. Рейтинг был в катастрофическом состоянии у Ельцина. 6%. Расскажите, пожалуйста, была какая-то реальная надежда на то, что можно вытянуть победу? Конечно. Конечно. Вообще, во-первых, я должен сказать, что Борис Николаевич категорически не хотел идти на выборы. Вот мне помнится наш разговор 1 августа 1995 года в кабинете у него. Я перед тем, как ехать в отпуск, разговаривал с ним и убеждал его, чтобы он готовился к выборам. Он сказал: я не пойду на выборы. Я очень устал. Я забыл, что такое семья. Я хочу побыть с ними. В общем, аргументов 1000 приводил. Я говорю: Борис Николаевич, кто? Он говорит: меня это не интересует. Я говорю: можете себе представить, Зюганов приходит к власти? На минуточку так. Без гарантий, безо всего. Но он был, видимо, настолько уставшим, что не хотел даже думать обо всем этом. И когда вдруг... я забыл уже об этом. Нет, хрен с ним. А у меня где-то... в первых числах августа сняли охрану. Но не сразу, а там было написано, снимается она там с какого-то... Я знаю, что это козни этого Коржакова, конечно, были, и Михаила Ивановича. Мне говорили, что Коржаков очень тяжело воспринял мою кандидатуру на посту главы администрации. И, в общем, очень много делал для того, чтобы как-то убрать меня оттуда. И они провели одну операцию с Литвиненко по дискредитации дочери моей. Потом это все прояснилось. Но нужно было, главное, положить президента на стол, скомпрометировав меня, так сказать, чем-то. Уж больно чистый. Да?
Вот, и Борис Николаевич подписал. Или это один вариант. И второй вариант, что просто ему подсовывают распоряжение, отменить там распоряжение номер такой, такой, такой-то, там их 28 этих распоряжений. Ну, что он будет вникать, какие тут распоряжения есть. А я не стал больше к нему. Несколько раз так было, и я подходил к нему, говорю: Борис Николаевич, по ошибке или как, я не могу понять. Он говорит: что это такое? Ну-ка восстановить там, да. А в этот раз я не пошел. Ну, нет и нет. Думаю, ну, видимо, чем-то недоволен, наверное, Борис Николаевич. Вот я как-то и об этом немножко подзабыл. И вдруг перед Новым годом мне Илюшин звонит и говорит: Борис Николаевич просит вас 4 числа быть у него в 10 часов утра. Быть. 4 я появляюсь у него. Уже 96-го года. Он говорит: Сергей Александрович, я все-таки решил идти на выборы. Я так обрадовался. Я сказал: очень хорошо, Борис Николаевич. Да, подождите. Я с папками пришел. Он говорит: папки отложите все. Будет другой разговор. Я думаю, что начальником штаба я сделаю Сосковца, а вас заместителем. У вас хорошо получается с интеллигенцией, с демократами. Вот вы с ними будете работать и возьмете себе, так сказать, вот эту сферу. Ну, а Сосковец все остальное, скажем. Я говорю: очень хорошо. Согласны? Я говорю: согласен. Все. Где-то 26-го, по-моему, я объявлю о том, что я иду на выборы. А я говорю: а мне за это время можно поехать отдохнуть тогда? Он говорит: конечно. Ну и я 11 числа, уже машина подошла, собираюсь в аэропорт, по телевизору слышу, сняли Чубайса, потом объявляют, что я еду отдыхать. В какой санаторий, все объявляют как надо. Я сказал: никуда не поеду. Раз Борис Николаевич начал военные действия, надо быть здесь тогда. Ну вот, мы так работали до 2 марта, по-моему. Денег нет. Денег нет. Я сначала в здании правительства был. Потом переместился в здание этой самой «Мир» гостиницы. Оттуда выгоняют нас, потому что платить нечем. Мы перебираемся в президент-отель. И я никак не могу понять, олигархи чего вообще? Они должны первыми, вообще говоря, выложить деньги на эту избирательную кампанию. А оказывается, нет. Оказывается, они совсем по-другому все думали. Что нужно им что-то сделать такое. И вот потом в Давосе они Чубайсу объяснили, что им нужно сделать, для того, чтобы они деньги дали. Ну и когда из Давоса приехали, Чубайс становится не руководителем штаба, штаб так остался формально за Сосковцом, а он становится руководителем аналитической группы. То есть это группа, которая занимается распределением средств денежных на все мероприятия избирательной кампании. А кто в нее входил? Ну, много людей. Там Татьяна там была, там был Никонов от нас, Слава, там был Зверев Сережа, там был на память тот самый заместитель Лужкова, Василий Шахновский. В общем, много таких ребят было. Причем на первом заседании я был, а потом я говорю: пусть Никонов будет от нас, от общественного движения. И на первом заседании мне понравилось. Чубайс выслушал всех и говорит: не, ребят, так не пойдет. Здесь все говорят одно и то же. Мне такая аналитическая группа не нужна. Надо, чтобы было, по крайней мере, пополам. За и против. Ну, собрал, так сказать, вот такую группу, которая действительно была за и против. Все критически оценивали. Вот так мы работали. Я сразу понял, что, в общем, надо создавать какой-то широкий актив, и предложил сделать вот это общественное движение в поддержку президента Ельцина, АДОП так называемый. Ну, опыт у нас к тому времени был, потому что мы подписывали общественный договор до начала войны в Чечне. И когда война началась, я сказал, что никакого договора нет. Война все уничтожила.
Но следы остались. У нас там было 900 с чем-то организаций под договором. А мы из этого договора набрали 465, по-моему, организаций, которые вошли в АДОП. Ну, АДОП – это уже довольно сильная организация. Из них мы набрали 200 человек доверенных лиц. А остальные, в общем, по регионам вели довольно активную, в общем-то, работу. И вот так структура. АДОП – это моя структура, доверенные лица, аналитическая группа Чубайс, исполнительный комитет Яров Юра, который организовывал все мероприятия. Вот. И То есть центр тяжести сместился от сосковца в аналитическую группу. ну, Сосковец практически не занимался уже ничем, потому что занимался, вот я говорю, исполнительная группа, это Ярова. То есть был так построено, предложения все проходили в аналитическую группу, там они получали оценку, проводить, не проводить, и сколько на это нужно отпустить средств. Потом это шло в исполнительный комитет, где Яров организовывал их реализацию вместе с теми, кто был в АДОПе. Вот такая была структура. Мгм. А насколько реальным, вы считаете, было возвращение коммунистов в этот момент? Ну, если выборы прошли в их пользу, то абсолютно реально. Ну, насколько реальным, вы считаете, был такой сценарий, то есть что они могут победить? Ну, во всяком случае, 21 мая рейтинг Зюганова и Бориса Николаевича сравнялся. 21 мая. А были силы, которые настаивали, ну или предлагали Ельцину не выбираться, а просто отложить все на какое-то время или вообще отменить выборы? Ну, Коржаков, это известно, и они даже указ подписали о том, чтобы отменить выборы. Расскажите про это, пожалуйста. Ну, это я уже потом узнал, но во всяком случае я знаю одно, что эти ребята вообще очень негативную роль сыграли вот в деятельности Бориса Николаевича, потому что я иногда сам слышал. Борис Николаевич, ну что вы все слушаете кого-то, ну что вы это, ну что вы рассусоливаете, вы президент, вы царь, вы все можете. Вот вы все можете, вы можете это убрать, это посадить, это. Вы все можете. Чего вы вообще тискаете? Какая-то демократия. Иногда удавалось. Иногда удавалось, потому что вдруг ни с того ни с сего он снимает там 2 губернаторов. Они подают в суд, выигрывают суд, а потом, когда встречаются в массе и начинают его упрекать, а ему деваться некуда. Он говорит, да это вот мои помощники на меня пальцем показывают, хотя я был ярый противник того, чтобы подписывать такие указы. Чья работа? Конечно, их работа. Конечно, их работа. То есть такой вариант, при котором Ельцин просто отказывался от выборов, предлагался всерьез? Они ему предложили, и этот вариант был проходной. Я не знаю, что кто, так сказать, повлиял на Бориса Николаевича. Не я точно, потому что я не знал об этом просто. Я потом узнал. Но то, что они яро ненавидели, там Гайдара, Чубайса яро ненавидели и делали все для того, чтобы дискредитировать нас всех перед Ельцином, эта коробка ксерокса говорит об этом. Они охотились за компроматом. А чем для него победа стала в выборах, для Ельцина? Вы знаете, было бы все очень хорошо, если бы не инфаркт. Я думаю, что было бы все хорошо. Когда произошел инфаркт, он вынужден был властью поделиться. Он стал довольно безвольным в этом плане человеком. Довольно безвольным. И самое главное, что не было рядом человека, который мог бы его заменить по-настоящему. И я уже не был во власти там, но я видел, как все неуклюже, в общем-то, идет. Пытались сделать его выступление, его авторитет резко начал падать, естественно, потому что мы ожидали все-таки результатов, прежде всего, ожидали результатов экономических, эффективных. А тут как все притормозилось. Поэтому эффект очень неожиданный и очень отрицательный получился. У меня абсолютное было убеждение, если бы он был здоровый, мы бы многие проблемы решили бы.
Понимаете, у него очень много положительного было. Ну, во-первых, он не был агрессивен по отношению к международному обществу, сообществу. Он все-таки создал такую атмосферу, когда перестали, ну, во-первых, это Горбачев сделал первым. Борис Николаевич усилил эту позицию, потому что мы перестали нас смотреть как на врагов, как на ненормальных людей, как мы сегодня смотрим на северокорейцев. Это, мне кажется, величайшее достижение. Потом у него сложились очень хорошие личные отношения. И когда я, скажем, встречался с Гельманом Колем, и мы заговорили о поддержке Бориса Николаевича, он так взял мою руку и говорит: вы насчет меня можете не тревожиться, это мой друг, настоящий друг. И всем, чем можем, мы всем поможем. И, кстати говоря, сам Борис Николаевич, когда было его 75, и в этом в Георгиевском зале, по-моему, был прием большой, сидели Клинтон и сидел Коль. Он так хорошо отчитал Клинтона и сказал, что в самые тяжелые дни нам очень сильно во всем помогал Гельмут Коль. Во всем. И я ему очень благодарен. Не так, как Клинтон, который только болтал, а тот сидит, рот раскрыл. Потом как захохочет. Скажите, а как вы сейчас расцениваете роль Ельцина? В чем его основная заслуга? Ну, то, что он поставил нас на новые рельсы, без всякого сомнения. И не просто поставил, он внушил нам, что это нужно. А можно я вас попрошу сформулировать это полным предложением? Я считаю, что основная заслуга Ельцина в том, что... Хорошо. Я считаю, что основная заслуга Бориса Николаевича в том, что он страну поставил на новые рельсы. И как ни пытаются это разворачивать потихонечку, все равно не удается. И я думаю, не удастся. Потому что в этом наше будущее, без всякого сомнения. В этом. Нам есть проблемы, которые надо решать. Очень много проблем, которых он не касался, скажем, национальные проблемы, которые еще надо решать и предстоит решить. Это проблема взаимоотношения центра с регионами. Их надо решать. Тоже он еще не решил. Вот. Хотя прикоснулся к ним. Но то, что он поставил нас на новые рельсы экономики, политической системы и отношения, вообще говоря, к правам, к свободам и к слову, это абсолютный факт. Абсолютный факт. И самое главное, мне кажется, он очень сильно разглядел международную атмосферу. Очень сильно. Которая опять пытается, в общем-то, ввести в напряг определенный. Сергей Александрович, спасибо большое.